Во время неожиданных и крутых в кавычках учений вырисовалась полная зависимость независимого тирана. Что это было? Давайте разбираться. Привет, с вами Данута. С 8 по 19 июля Вооруженные силы Республики Беларусь и Народно-освободительная армия Китая проводят совместные военные учения в непосредственной близости от белорусского города Брест на белорусско-польской границе. До столицы Польши примерно 210 километров, а расстояние до границы с Украиной примерно 65 километров. Как говорится, если не можешь победить, то хотя бы напугай всех своими маневрами. Учения Eagle Assault, атакующий орел, названы антитеррористическими. Министерство обороны Беларуси сообщило, что в ходе этих учений военнослужащие обеих стран отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград, ведения действий в населенном пункте и что военнослужащие обеих стран будут действовать как совместное подразделение. Режим Лукашенко, устроивший террор собственного народа, устраивает антитеррористические учения. Это как пчелы против меда. Китайское военное ведомство заявило, что учения будут включать операцию по освобождению заложников и контртеррористические миссии, и что цель учений – повысить уровень подготовки и координационные возможности участвующих войск, а также углубить практическое сотрудничество между армиями двух стран. Совместные учения ближайших союзников Кремля стартовали через несколько дней после того, как Беларусь официально присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества и накануне юбилейного саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне. Но вы поняли, это был грозный посыл блоку НАТО, мол, захотим и на вас нападем, просто мы пока не очень-то и хотим. Но не тут-то было. Как я уже говорила, вассал моего вассала – мой вассал. Именно в таком формате теперь нужно воспринимать отношения Беларуси и Китая после вступления в ШОС. Таракан практически предоставил право первой ночи китайскому лидеру и сразу же проводит совместные учения, а на самом деле дает сигнал: заходите на нашу территорию, ставьте флаг, мы не против. По мнению Лукашенко, он уже почти стал новым строителем Великой Китайской стены. По мнению китайцев, Лукашенко годится только в качестве кирпича. При этом не стоит отрицать, что для Китая проведение военных учений на белорусско-польской границе имеет имиджевое значение, учитывая, что расстояние от Пекина до Бреста по прямой линии превышает 7000 километров. Таким образом, китайское руководство может продемонстрировать миру масштабы своего влияния в западном направлении. Но это никак нельзя назвать равноправным партнерством. Даже Кремль молча наблюдает за происходящим, потому что не может ничего сделать и должен смириться с тем, что теперь они всего лишь громадная территория, полностью зависимая от Китая. Правда, кровавый карлик уверен, что Пекин очень далеко, и поэтому контроль далее останется у него в руках. Но не зря же он затеял эпопею с размещением ядерного оружия, или таки зря. Всегда приятно жить в иллюзии, что ты контролируешь ситуацию. Ведь может так случиться, что совсем скоро Китай решит самостоятельно разместить свои воинские базы на территории Беларуси, и чтобы не сильно накалять отношения с ЕС, вынудят Путина сворачивать свой ядерный мусор и забирать обратно. А подготовленные военные объекты пусть остаются, может и пригодятся в будущем, правда уже китайской армии. Как видим, Лукашенко понимает, что он крейсерскими темпами идет ко дну вместе с Путиным. Попытки прямо заигрывать с Пекином кажутся ему единственным выходом из ситуации. А вдруг хозяин таки решит спасти своего усатого питомца, когда Россия будет уверенно идти ко дну. К этому спокойно можно добавить тот факт, что любимый сынок Коленька до сих пор учится в Китае. И здесь опять-таки все очень логично. Ведь отдавать сына своему хозяину в качестве гарантии собственного послушания является давней традицией азиатских захватчиков. Впечатляющая акробатика от мастера создания иллюзии независимости. Вот так и вырисовывается картина зависимости независимого тирана. А настоящие независимые белорусы могут подписаться на канал, чтобы поддерживать продвижение достоверной информации. По информации медиа, спецслужбы США и Германии предотвратили покушение на жизнь генерального директора оружейного концерна Rheinmetall Армина Папергера, которое готовили спецслужбы РФ.
Судя по информации, Путин и компания явно думают, что единственный способ конкурировать с Германией в производстве оружия – это устранять их генеральных директоров. Rheinmetall является крупнейшим и успешным немецким производителем 155-мм артиллерийских снарядов, обеспечивающих силы обороны Украины для отражения российского нашествия. Есть договоренность об открытии Rheinmetall в Украине завода по производству бронетехники. По данным медиа, покушение было одним из ряда запланированных Россией убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, поддерживающих военные усилия Украины. План убийства Армина Папергера был подготовлен. Российское правительство неоднократно прибегало к покушениям на жизнь и устранению невыгодных лиц как на территории РФ, так и за ее пределами. В частности, Бориса Немцова, Александра Литвиненко, семьи Скрипалей, Дениса Вороненкова, Амины Акоевой, Зелимхана Хангашвили и других. Кто-что коллекционирует, а у Путина явно прослеживается нездоровая тяга к убийствам. Угроза российских киллеров реальная, поэтому усиление мер личной безопасности и контрразведывательного режима в странах Запада – настоятельная потребность. Россия же в очередной раз подтверждает террористическую сущность ее политического режима. В Кремле, видимо, думают, что если вести себя как злодеи из дешевого шпионского романа, то никто не догадается, кто это. Совбез ООН собрался на заседание из-за массированной российской атаки на крупнейшую украинскую детскую больницу Ахмаддет. Что еще можно ожидать от режима, который видит детей как мишени? Мероприятие созвано по требованию Великобритании, Эквадора, Словении, США и Франции. Россия совершила очередной варварский акт, направленный против украинских гражданских объектов, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям. В очередной раз Москва показала свое полное пренебрежение к международному праву и гуманитарным нормам. На этот раз жертвами стали 44 человека, 5 из них дети, около 196 получили ранения. В Киеве госпитализированы 64 человека, многие из них в критическом состоянии. Повреждены более 100 объектов столичной инфраструктуры, включая детскую больницу, роддом, детские сады, бизнес-центр и жилые дома. Москва сознательно выбрала время обстрела 10 утра, когда на улицах Киева много людей. В больнице Ахмаддет находилось более 650 маленьких пациентов и столько же сотрудников. Среди погибших молодая врач-нефролог и родные маленьких пациентов. Разрушено уникальное медицинское оборудование, что существенно осложняет лечение украинских детей. Новый уровень цинизма России – обстреливать больных детей, их семьи и врачей. Никакого гуманизма и заботы о детях, только ракеты и разруха. Вот что заявил генеральный секретарь ООН, цитата: «Нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам запрещено международным гуманитарным правом. Любые подобные нападения недопустимы и должны быть немедленно прекращены». Российская ракета была нацелена на больницу Ахмаддет преднамеренно. Об этом свидетельствует как анализ видео, снятых очевидцами атаки, так и характер повреждений. Заявления российских пропагандистов о том, что удар был нанесен другой ракетой, не выдерживают никакой критики. Кремлем используются ретушированные кадры для оправдания нападения, но факты говорят сами за себя. Современные технологии позволяют рассмотреть любые изображения в деталях. Анализ видео атаки показывает четкие доказательства, что ракета была направлена именно на больницу. Характер взрыва, его мощность и масштаб разрушений подтверждают, что атака была преднамеренной и использовалась мощная взрывчатка. Российское руководство и военные специалисты не могли не знать координаты таких гражданских объектов, как больницы, особенно расположенные в центре города. Разрушены 5 корпусов больницы, включая новейшее здание, введенное в эксплуатацию во время войны. Один из маленьких пациентов получил ранение осколками стекла, и теперь врачи борются за его жизнь в другой клинике. Но российским пропагандистам, видимо, не до этого. Они заняты ретушированием кадров и придумыванием новых оправданий. Россия демонстрирует не только полное отсутствие желания закончить войну, но и стремление захватить Украину и угрожать странам НАТО. При этом РФ, которая осуществляет наиболее масштабную агрессию после Второй мировой войны, продолжает оставаться в ООН и имеет право вето. Это какой-то нонсенс, и это нужно решать чем быстрее, тем лучше. Эта трагедия подчеркивает необходимость усиления международной поддержки Украины и привлечения к ответственности всех виновных в этих военных преступлениях. Россия должна понести наказание за свои действия.
11 июля на полях Вашингтонского саммита НАТО Украина и 23 подписанта соглашений о безопасности с Украиной подписали украинский компакт. В 2023 году на полях Вильнюсского саммита НАТО участники G7 приняли совместную декларацию, запустившую процесс заключения двусторонних операций безопасности с Украиной. За год Украина подписала 23 соглашения по безопасности со странами Европы, США, Японии и ЕС. Эти акты закладывают основы надежной архитектуры безопасности для Украины до полноправного членства в НАТО. Украинский компакт предусматривает поддержку ускоренного развития ВСУ и создает механизм реагирования при повторном нападении России. Также 11 июля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС». Генеральная ассамблея ООН, представляющая практически все страны мира, большинством голосов одобрила очередную резолюцию, поддерживающую Украину в условиях российской агрессии. Одобренный проект резолюции подготовлен украинской стороной в соответствии с формулой мира президента Владимира Зеленского, которую Генеральная ассамблея ООН поддержала в феврале 2023 года. На фоне невыполнения России резолюции руководящих органов МАГАТЭ, резолюция ООН в очередной раз подчеркивает необходимость демилитаризации и деоккупации ЗАЭС. Любое использование ядерной энергии и установок должно быть безопасным, защищенным и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции, включая ЗАЭС, должны оставаться под полным суверенным контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ. Но Путину пока сложно понять, что ядерная безопасность – это не синоним шантажа мирного населения. Голосование в Центральной ассамблее ООН продолжает работу, начатую на глобальном саммите мира в Швейцарии, где пункт «Радиационная и ядерная безопасность» был одним из ключевых в повестке дня. В очередной раз подтверждено, что мир не будет мириться с ядерными угрозами России. Россия опять говорит, как Россия, так, заикание. Вот так вот Россия. Поняла? До свидания, Россия.